Это шикарная группа BTS, Мира Мираculous слева направо, Божья коровка Маринет, котик Маринет, мышка Маринет, зайчик Маринет, а теперь и лисица Маринет. Я рад, я люблю любую вариацию Маринет, в которой не присутствует сопля. А как тут не радоваться? Ведь вышел новый 21 эпизод 6 сезона Леди Баг и Суперкот «Скованные титаны». И в нем были титаны, и они скованные. Вау. Но мне не дает покоя одна важная деталь. Неужели Маринет в конце 6 сезона покинет пост Леди Баг? Нам нужно серьезно поговорить. А вот этих ребят и всех подписчиков Бусти я безмерно сильно благодарю за поддержку выхода новых видео. И мы начинаем. Наконец-то новые эпизоды без депрессии. Хотя нет, в 6 сезоне либо взрослые грустные темы, либо кринж. Нина Лахиф. В большей степени новый эпизод посвящен именно ему и его семье. Еще в начале выхода 6 сезона авторы поделились вот такими изображениями, подобиями генеалогического дерева для всех самых главных героев. Однако, одно из таких сильно выделялось, а именно семья Лахифов. На нем мы не видели родителей Нины и Криса, и тогда у многих возникли самые различные теории. И даже я в свою очередь предполагал, что Нина и Крис остались без родителей и живут, допустим, у попечителей. Однако правда оказалась другой. Но мы были близки к ней. Родные родители у Нины и Криса есть, и они живы. Но скоро они перестанут быть семьей. Да уж, новости необычные для Мира Miraculous. Есть явное ощущение, что авторы с выходом новых сезонов стараются все больше повышать планку и сложность демонстрируемых в эпизодах тем. И следя за всей этой историей, единственное, что хочется, ничего не пропускать. И именно для этого и существует телеграм-канал Noir Show, который не позволит вам пропустить самые свежие трейлеры, новости и премьеры новых эпизодов Мира Miraculous. Данный телеграм-канал пережил много блокировок, только потому что увидеть премьеру новой серии Леди Баг в день ее премьеры – это база. Если вы такого же мнения, то не забудьте перейти по ссылочке и оставить свою подписку на телеграм-канал Noir Show. Нордин и Вита Лахифы – некогда счастливые молодожены, желающие посетить мир в кругосветном путешествии или желающие тихую жизнь и личный фруктовый сад. И здесь авторы ходят по тонкому льду. Впервые в сериале нам показывают очень и очень распространенную проблему в семьях, где происходит столкновение идей, идеологии, философии и тому подобное. Но на этапе уже давно сформированной семьи. И в случае семьи Лахифов этим становится камень преткновения в лице прозрачной копилки, деньги в которой были подарены молодоженам, но отложены на лучшие времена, на реализации мечт, что является фатальной ошибкой, ведь инфляция только увеличивается с годами. Какой-то неграмотный подход. Но в данном случае эти деньги становятся для семьи Лахифов больше проблемой, чем радостью за предстоящие счастливые эмоции. Годы шли, поездок нет, фруктовых садов нет, а проблем много. В этих бесконечных ссорах и конфликтов устал жить Нина и Крис, но поделать ничего не могут. Последняя капля терпения пролита, и наша парочка аккуматизируется, превращаясь в огромных скованных титанов. И да, они очень масштабно и классно выглядят. Необычно для Miraculous. И в отличие от ответного удара, здесь прям чувствуется этот размер и тяжесть. Но что именно за этим всем стоит? Что хотят сказать нам авторы? Что после бытовой ссоры можно в целом и развестись, и это нормально? Чтобы с этим грузом годами жили их дети? Давайте-ка копнем чуть глубже. Как и многие из вас могли понять, та самая копилка – это символ их единства, надежды, совместного будущего. Но со временем эта, казалось бы, воодушевляющая вещь в углу их дома превратилась в якорь, который не дает двигаться ни вперед, ни в стороны. Цепи, соединяющие их через этот предмет – это не любовь, дети, это нерешенный компромисс, который превратился в хроническую боль. Пока не привязаны к этой копилке, они не могут ни отпустить друг друга, ни сблизиться, только тянутся в противоположные стороны. Мы видим, как они стали олицетворением архетипического конфликта странника против хранителя очага. Оба типа ценны, но если они не могут договориться, то вместе они мучаются. Что мы видим в лице их ссор и дисгармонии? Сцена, где тот самый предмет перестает быть доступным для них двоих, дает им повод наконец-то повернуться в сторону друг друга, и они видят, что нужно помочь друг другу, снять эти цепи друг с друга. Титаны в мифах – это древние силы, скованные цепями. Освобождая их, героям дают право на движение, даже если это движение прочь друг от друга. Это не просто освобождение от бремени, а осознанное совместное действие ради свободы
каждого. И самое важное, что авторы показали, как супергерои не влазят в битву с ними, а ждут, когда они это сделают сами. Дойдут, отпустят и примут. Сильный момент и далеко необычный для Мираculous. Лично я отношусь достаточно негативно к разводам, и здесь как раз проскакивает важная проблема, с которой сталкиваются многие молодожены. Противоположность и бескомпромиссность. Видно, что еще в первый год их брака они уже были далеки друг от друга, но эмоциональная близость не давала им это увидеть. В итоге автор не выставляет одного из них неким злодеем и первоначальником конфликта, который привел к их разводу. Но авторы говорят, что они сделали неправильный выбор изначально, но поступили правильно, не дав приковать себя общим прошлым. Авторы не поощряют развод в этом примере. Они поощряют честность перед собой и друг перед другом, даже на примере неудавшегося союза. Конечно же, этот союз видит полжизни Нина и его брат, но они вырастут более здоровыми эмоционально в сломанной семье, чем в доме, где родители ненавидят друг друга за завтраком. Эти внутренние переживания вырываются у него в отношениях с Али в меньшей степени и в переживаниях за отношения Адриана и Маринет, когда видят между ними не ссору, а обычный спор, без негативных контекстов. И именно так приплетает нашу парочку стать героями на подхват, в случае, если Нина и Аля не смогут воспользоваться своими талисманами. Так мы получаем стильного Трионикса и милейшую лису Ренаржет. Да, это сочетание слов Ренаруш и Маринет. Очень креативно. Но самое главное, это их дуэт, свобода, гармония и любовь. Это выглядело фантастически. И я напомню, что в этой сцене мы смотрим не просто на дуэт Трионикса и Ренаржет, а на наших любимых Леди Баг и Суперкота, полных любви друг к другу. Такой дуэт, о котором мы мечтали. Разрешаю пустить слезу. Это очень тонкий момент, как острие ножа в моем сердце. Но в данном эпизоде есть такой же тонкий, но немного противоположный по эмоциям момент. В сцене перед титрами мы слышим достаточно простой диалог между Леди Баг и Суперкотом, где та предлагает Суперкоту найти себе подстраховку на всякий случай, если вдруг он не сможет быть Суперкотом. На что Суперкот говорит, что не готов перекладывать эту ответственность, или точнее ношу, на другого человека. Ведь быть владельцем такого талисмана немерено тяжкий труд. Но сама Леди Баг другого мнения и уже давно решила, что Алия станет тем, кто в случае чего ее заменит. Эта идея звучала не единожды в данном сезоне. И есть у меня подозрение, что финальный эпизод этого сезона скрывает в себе какие-то необычные и грустные сюрпризы. И авторы очень и очень сильно нам на это намекают. Но возможно я себе что-то накручиваю, поэтому приглашаю вас в комментарии обсудить эти темы и рассказать свои впечатления о новом 21 эпизоде 6 сезона Леди Баг Суперкот «Скованные титаны». В этот раз мы видим, как авторы привносят в сюжет все больше и больше взрослых и даже неоднозначных тем на раздумья. Не через какие-то глубокие философские мысли, а через понятные, а иногда для некоторых и личные конфликты, встречающиеся повсеместно. Но надеюсь, для многих этот эпизод стал больше поучительным, чем жизненным. Прекрасно осознавать, что нечто подобное мы можем с вами разбирать в рамках мультсериала Леди Баг и Суперкот. А чтобы ничего подобного и более интересного не пропускать в будущем, обязательно подписывайтесь на мой канал и не забывайте ставить свои чудесные лайки. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч!